Приветствую вас на канале Начни вязать. Меня зовут Татьяна. Сегодня вот такой набор пряжи, и мы с вами свяжем простую небольшую шаль спицами. Из чего буду я вязать? У меня будет 2 мотка пряжи от Троицка Фиджи. Это пряжа в составе с хлопком, мериносом и чуть-чуть акрила. 50 грамм, 95 метров. У меня 2 мотка. Это цвет 85-22, меланж светло-голубой. К ним я возьму в подмот вот такой мохер. Это у меня остатки, 2 маленьких моточка, и у меня их даже будет чуть-чуть не хватать, поэтому я буду вязать настолько, сколько мне хватит пряжи. В этом прелесть этого дизайна шали. Это пряжа, как видите, с люрексом. Это Silk Hair Loose, 25 грамм, 210 метров моточки, 78% кедмохер, 14 шелк, 4 полиамид, 4 полиэстер. Вот такой красивый цвет. Он немного кажется фиолетовый, когда не на солнечном свете. На солнечном свете он голубой, но в комплекте с вот этим они прекрасно будут сочетаться. И еще что я возьму тоже из своих остаточков, это пряжа от Drops, пряжа Lace в однотонном цвете. Это у нас 50 грамм, 400 метров, 70% альпака, 30% шелк. И цвет это 0100. Возьму эти 3 пряжи, их смиксую для вязания маленькой шали. Я провязала несколько образцов, чтобы выбрать спицы, и для этого комплекта выбрала спицы номер 6. Вот для этой пряжи рекомендуются спицы 3-4. Вот эти пряжи, конечно же, у нас вяжутся на тонких спицах, но чтобы у меня получилось довольно свободное пластичное полотно, я возьму 6. Что можете взять вы и сколько пряжи? Пряжу можете взять абсолютно любую, какая вам нравится. Будет пряжа толще, шаль получится объемнее. Будет пряжа тоньше, шаль получится более ажурная, соответственно, более тонкие спицы подбираете. По расходу вы можете ориентироваться на ваши остатки, сколько из пряжи, либо специально купить пряжу на шаль. Для шали вполне подходит примерно 100 грамм пряжи, если вязать из какой-то средней толщины, примерно 100 грамм, 400 метров. Вот такой метраж получится приличного размера шаль. Я возьму сразу спицы круговые, чтобы у меня было больше места для полотна будущего. Вы можете взять любые, даже прямые, длинные, допустим, вязать на них. И, конечно, при вязании у меня будет шелк от леска об стол. Прошу относиться к этому с пониманием. Давайте начнем. Так, я соединяю 3 нити. Нить Lace от Drops, нить мохера от Lana Grossa и нить Фиджи. Вот такая получается у нас ниточка. Наберу в самом начале 3 петли. Начнем шаль с 3 петель. Оставим чуть-чуть небольшой хвост. Обернем ниточку вокруг пальцев и сделаем первую петлю. Раз. Простой классический набор. 2 и 3. Я завяжу здесь узелок, чтобы у меня последняя петля не скользила в дальнейшем при вязании, не вытягивалась. Первый ряд у нас будет изнаночный с вами, и в этом ряду мы провяжем все петли изнаночными, в том числе и кромочную, чтобы у нас в дальнейшем было хорошо делать подъемы дополнительных петель из протяжек. Нить вперед и провязываем изнаночную. Раз, 2, 3. Поворачиваем. В этом ряду мы с вами сделаем 2 прибавки. Снимаем кромочную. Из протяжки между кромочной и первой петлей мы сделаем лицевую. Поднимаем и провязываем лицевой.
Следующая петля лицевая. Снова из протяжки между петель еще одна петля. Итого у нас 5 петель на спице. Следующий ряд изнаночный. Кромочную снимаем нить перед работой, чтобы у нас получался край кромочный с петельками, а не узелками. И все изнаночные петли. Следующий ряд мы с вами снова будем делать прибавки. Кромочную снимаем. Между кромочной и первой петлей из протяжки делаем петлю. Раз. Дальше вяжем лицевую. Снова из протяжки между петлями вытягиваем одну петлю. Лицевая. Еще раз из протяжки петля. Лицевая. И еще раз из протяжки петля. Ряд изнаночный, все петли провязываем изнаночными. Следующий ряд мы с вами начнем потихоньку уже выводить узор. Итак, кромочную снимаем. Дальше следующая петля у нас после кромочной теперь будет изнаночной, а следующая лицевой. Это будут у нас 3 петли, которые будут всегда идти по краю. У нас как будто будет резинка. Здесь лицевая, изнаночная, лицевая. Дальше мы должны с вами сделать прибавки. Я бы предложила сразу установить маркер, чтобы вам не путаться, что это 3 петли у нас ленточки по краю. И мы их отделяем. Дальше у нас будут еще также 3 петли ленточки по краю и 3 петли в центре, вокруг которых мы будем делать уже прибавки. В каждом ряду лицевом мы с вами должны делать плюс 4 петли. Это значит, что сейчас нам нужно сделать 2 прибавки в этом месте. Делаем прибавки из петель, которые лежат у нас ниже на ряд. То есть вот из этой петли подняли протяжку, ее провязали лицевой. И из вот этой петли ниже тоже ее поднимаем на спицу и провязываем. Можно тоже теперь отметить маркером, двумя выделить центральные петли. То есть у нас пойдет вот она, раз петля, 2 и 3. И мы ее тоже выделим. Так, с этой стороны мы тоже с вами делаем прибавки. Одну здесь и одну здесь. Здесь тоже мы можем повесить маркер, который показывает наши 3 петли. Лицевая, изнаночная и лицевая. Переворачиваем вязание. В изнаночном ряду кромочную снимаем. Первая петля лицевая. Следующие петли у нас изнаночные все до предпоследней. Здесь у нас лицевая, кромочная, изнаночная. Следующий ряд снова будем делать прибавки, также 4 в ряду, но они уже будут у нас выглядеть по-другому, вернее другой их порядок выполнения. Кромочную сняли, изнаночная, лицевая. Наша с вами ленточка провязана, край. Итак, теперь мы должны сделать первую прибавку, которая будет относиться вот к нашему краю, первая из 4. И мы ее с вами делаем следующим образом. Из следующей петли, из нижнего ряда, мы поднимаем стеночку и ее провязываем. Вяжем дальше до
нашего места следующих прибавок. И здесь мы вывязываем дополнительную петлю из вот этого ряда, из ниже лежащей петли. То есть мы с вами провязали, но не эту берем стенку, а ниже. Прибавили петлю. Дальше 3 петли посередине провязали лицевыми. Здесь прибавка. Из вот этой петли и нижнего ряда подняли стенку, провязали. Дошли до следующего маркера, его пока не переносим, оставим. Делаем прибавку вот из этого ряда петель, из нижнего ряда. Мы ее один уже раз провязали, поэтому не вот эта стенка, а вот эта, которая относится к предыдущему ряду. Прибавка, маркер перенесли, лицевая, изнаночная, лицевая. Это первый из 2 рядов, которые вы будете в дальнейшем повторять. И второй ряд, который повторяем, это изнаночный. Сняли кромочную. Петли вяжем, так как они лежат на спицах. Первая лицевая. Остальные все у нас изнаночные. В конце петля лицевая и кромочная, изнаночная. И давайте еще раз закрепим, как мы это с вами провязываем. Первый ряд повтора. Сняли кромочную, изнаночная, лицевая. Перенесли маркер. Делаем первую прибавку. Из ряда вот этих петель подняли, стенку провязали. Вяжем до следующего маркера. Вот он маркер. Здесь мы делаем прибавку из вот этого ряда петли, которую мы провязали. Стенка предыдущего ряда поймали, провязали. Перенесли маркер. 3 центральные петли провязали лицевыми. Перенесли маркер. Здесь у нас прибавка идет из вот этих петель, из нижнего ряда. Подняли стенку, провязали. Все остальные петли лицевыми до следующего маркера. Следующий маркер. Прибавка у нас идет из предыдущего ряда. Вот эту стенку поднимаем. Провязали, маркер перенесли. Лицевая, изнаночная, лицевая. Итак, это был первый ряд повтора. Второй ряд повтора. Вяжем петли по рисунку. Сняли кромочную, лицевая. Остальные петли до двух последних изнаночные. Лицевая, изнаночная. Вот так выглядит сейчас. Повторяем делать с вами этот первый и второй ряд. Вяжем на такую длину, которая будет вам удобна, или на то количество пряжи, которое у вас есть. Вот так выглядит наше полотно, когда чуть больше провязано. Вы видите, что у нас явная хорошая полоска, от которой у нас отходят прибавки
ровно по сторонам направо-налево, и здесь нет никаких огромных дырок. Все смотрится красиво, как будто петли из-под центральной полосы у нас выходят. И аналогично по краю, где кромочные петли, здесь у нас чуть меньше за счет того, что у нас внутри изнаночная, получается, как будто вот здесь резинка, и лицевые друг к другу хорошо прилегают. И так далее мы с вами свяжем нужный размер шали и затем приступим к закрытию петель. На закрытие мы с вами должны оставить примерно 3 длины по нашей самой большой стороне. То есть, если вы вяжете из остатков и хотите вывязать всю пряжу, нам нужно с вами оставить как минимум вот 3 таких длины. Для этого нужно будет наверняка переснять вашу шаль на какие-то более длинные спицы с более длинной леской, чтобы ее расправить и точно измерить длину, которую нужно ставить для закрытия, длину нити. И теперь приступим к закрытию края нашей шали, нашего платка. Будем закрывать по лицевой стороне. Закрытие у нас будет простое, мы будем провязывать с вами по 2 петли вместе с наклоном налево. Как это будет выглядеть? Снимаем кромочную. Здесь у нас петля изнаночная, можем провязать ее лицевой, можем изнаночной, особо роль играть не будет. Давайте сделаем лицевую. Провязали лицевую и протягиваем ее сквозь первую петлю на спице. Закрывайте не очень плотно, чтобы у нас был свободный край у шали, не стягивался. Продолжаем. Следующая петля. Провязали лицевой, протянули сквозь петлю на спице. Убираем маркер. Здесь у нас была прибавка. Я рекомендую даже в ряде закрытия тоже эту прибавку сделать. То есть, что мы делаем? Вот так мы поднимали стенку предыдущей петли, ее провязали и закрыли. Протянули сквозь петлю на спице. Дальше опять лицевая, опять протянули. Продолжаем. Аналогично мы с вами дойдем до следующего места прибавок по середине шали и там провяжем также. Сейчас я дойду и тоже этот момент вам покажу. Доходим до середины нашей шали. Вот наши 3 петли посередине. Продолжаем убавлять. У меня закончился, к сожалению, мохер, и я добавила вторую нитку Drops Lace, чтобы сохранить тоже толщину нити. Но я думаю, в последнем ряде это не очень-то будет критично. Итак, дошли до места, там, где у нас прибавки были. Петлю я провязала и закрыла, опустилась снова ниже, в нижний ряд, подхватила, провязала лицевую и ее тоже протянула, закрыла петлю. Маркер убираем, 3 петли в середине провязываем, протягиваем. Так, и снова место, где прибавки. Здесь сначала мы делаем прибавку из стенки петли нижнего ряда, провязали ее, протянули сквозь петлю на спице. И теперь уже саму эту петлю следующую провязали, протянули через петлю на спице. Все, продолжаем наше закрытие и встретимся уже на другом конце шали. Закроем все петли окончательно. Доходим до края нашей шали. Здесь у нас снова место прибавки. Сначала провязываем петлю, протягиваем ее сквозь ту, что на спице. Потом идем вниз, в нижний ряд, подхватили стенку, провязали. И опять протянули сквозь петлю на спице. Маркер убираем. И последние 3 петли. На этом все. Ниточку можно обрезать. И сейчас заправим с вами хвостики все. Я, пожалуй, для закрытия просто сейчас все эти 3 нити ровно подрежу, продену в иголку и с помощью иголки продену сквозь петли.
Скорее всего, вот как раз в верхнюю часть шали. На изнанку уйдем. И просто даже вот сквозь самую нашу широкую ниточку она у нас сплетена шнурком, поэтому сквозь нее можно хорошо протянуть то, что у нас есть. Растяну так, если при стирке потянется полотно, чтобы у нас не было места, вернее, куда растянуться. Так, ну, спрячем кончики, если они у вас еще есть какие-то. У меня, вот, к сожалению, были посреди полотна узлы, которые я заправлю. Я не стала выводить узлы на край куда-то, потому что пряжи было мало. И еще можно вот здесь маленько поколдовать. Тоже давайте заправим в иголку. Это у нас с вами начало ряда. Вот, раз, два, три петли. Я бы, наверное, сделала вот так. Вот здесь у нас что-то похожее на петлю. Мы ее, например, вот так проденем. Соберем маленько начало. Ну и аналогично просто уведу сквозь петли, сквозь шнурок по изнанке, по центральной петле. Или опять же можно пустить вот сюда по краю. Можно вот таким образом. На этом все. Теперь мы отправляемся стирать нашу шаль. Если нужно, пряжа, допустим, сильно у вас подворачивается или пружинит, чисто шерстяная, ее нужно растянуть, заблокировать на ровной поверхности. Если нет, то достаточно просто постирать, разложить и дать высохнуть. Вот такая у нас с вами получилась вещь, небольшой аксессуар, косынка, платок, как угодно называйте. Если мастер-класс был вам полезен, обязательно поставьте лайк, поделитесь со своими вяжущими друзьями. Если вы впервые, подписывайтесь на канал. Здесь сейчас выйдет на экране какие-то еще интересные ролики на моем канале. Обязательно посмотрите и увидимся в новых уроках. Всем пока!